Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Май 2025 года, Таро прогноз. И давайте с вами узнаем, какие энергии, по мнению карт, будут господствовать в мае для вашего знака зодиака. И май месяц, астрологическое небо мая для нас будет достаточно добрым. И это месяц растущей стабильности, в котором гармонично могут сочетаться как и вопросы дня сегодняшнего, но и немаловажно будет иметь видение на перспективу, какое-то долгосрочное видение. И иными словами, посади сегодня семена того, что ты хочешь собрать урожаем завтра. Вот есть такая концепция. Давайте узнаем, что же спешит в вашу жизнь, что доброго идет на ваш порог, или какие добрые события. И мы достанем первую карту, которая будет именно так и называться «Спешат». Именно спешат вас порадовать, или в чем вы наиболее ресурсны. Узнаем, что неожиданно откроется или что прояснится, для чего что-то было нужно. События ближайшего будущего, что спешит в вашу жизнь. Как знаки судьбы или подсказки высших сил. И, конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И все же какой-то пазл, может быть, у вас сложится. И первая карта, как я говорила, что же спешит в вашу жизнь. События ближайшего будущего. Добрые имена с позиции, добрые события и как позитивная психология. Вторая карта. В чем вы думали, поставили точку, оно к вам может вернуться. Или какая-то ситуация из прошлого, которая будет продолжена. Что неожиданно откроется. Может быть и правда какая-то, вы ее узнаете. Или известие важное, которое вы можете переложить на концепцию собственных планов. Что вам может помешать или чему сейчас не время? Это как подсказки высших сил, на что следует обратить внимание. А также подсказки высших сил – это как ваша ресурсность, в чем вы сейчас в мае месяце наиболее сильны. И что есть смысл продолжать. Мы достанем на второй колоде по основным сферам жизни несколько карт. При этом личную жизнь рассмотрим поподробнее. Весна, мои дорогие. Но первое – это ваши достижения, честолюбивые планы. У кого-то учеба, у кого-то работа, построение карьеры, бизнеса. Или вопросы денег еще. Да, как-то это сопряжено. Но и деньги мы с вами посмотрим отдельно. Именно денежную энергию мая. Личная жизнь. А вот здесь мы достанем 3 карты для тех, кто в паре, или для тех, кто человек семейный, для тех, кто один или одна, и для тех, кто в сложных отношениях. Хотя все это вот, оно может где-то перекликаться между собой. Не все однозначно в нашей жизни. Поэтому и вы так вот мудро подойдите к метафоре карт. Что же спешит в вашу жизнь? Как доброе событие или какая-то возможность. Деньги спешат, наверное, вот. У кого-то это спешат не сами по себе деньги, хотя это туз пентаклей или туз монет в этой колоде. И это может быть получение денег, может быть той суммы, которую вы заработали, но она где-то задерживалась. Скорее, вы ее уже здесь получаете. Или может быть какая-то концепция нового получения денег как-то по-другому в связи с переменами. Здесь, смотря откуда вы смотрите, или, может быть, это будет связано с каким-то документом даже, например, да, по тузу Пентаклей проходят важные бумаги, документы, которые буквально спешат в вашу жизнь. И для вас это как новая точка отсчета. Вы что-то можете сделать по-другому. Но это также может быть и обучение. Научись зарабатывать по-новому, например, да. А если вы что-то подобное продумываете или имеете какой-то свой, к примеру, творчество, блог, или вам интересно, ну, обрести новые знания в плане каких-то скиллов, навыков, ремесла, самое время обучаться. Или для себя рассмотреть новые источники дохода. Тема денег, тем не менее, документов каких-то важных, согласований. И именно в контексте долгосрочного видения спешит на ваш порог, в вашу жизнь, мои дорогие. Что же из прошлого? Рыцарь мечей. Какая-то персона конкретная
может сопровождать или появиться вновь в мае. И эта карта, я ее называю «Бунтарь без причины». К сожалению, правда, какой-то человек, который, может быть, вас раздражает. Раздражает, потому что он не сдержан на язык, на свои эмоции. Он сначала говорит или делает, а потом он думает. И где-то это не вяжется с вашим характером или к тому, с тем, как вы относитесь вообще к жизни. Иногда эта карта, увы, говорит, если вы занимаете особенно, наверное, высокую должность или просто вы руководитель, пусть даже какого-то и более мелкого звена, да, но ваши все же компетенции находятся не просто ваши желания, а еще составляющая жизни других людей. Ну, тут самые разные уровни просто могут быть. И здесь тоже может быть как какой-то проверяющий или лицо, которое нам может задавать вопросы. Или по этой карте могут проходить те люди, которые нас могут к чему-то призывать. Вот мы говорим, что из прошлого, да, возвращается. И здесь может быть и банально какая-то ситуация, когда один человек вам будет говорить: делай так, не делай эдак. Или сделайте наоборот. Ну, наверное, как в старом забытом стихотворении, в детском, кстати. И тем не менее, нас карта хочет предупредить, что ты можешь сталкиваться с людьми, как и пафосными, или наоборот, с людьми, которые привносят в нашу жизнь какую-то сумятицу. Или где-то мы настроились на один план, допустим, дня, а тут бывают такие неожиданности, с одной стороны, когда к нам приходят какие-то визитеры, мы их не ожидаем, с другой стороны, и мы куда-то должны отправиться. Нам эта карта помогает работать правильно с информацией. И в положительном смысле, если мы говорим, что вот из прошлого, да, как может возвращаться или продолжаться. Так вот, положительный смысл, когда мы ищем правду, истину, и мы ее находим. И значит, мои дорогие девы, вы проясните для себя какой-то вопрос, причем беспристрастно. Мечи – это рационализм. Вот есть конкретно какая-то задача, и ее нужно решать. Но есть такой контекст. Вы можете что-то передумать, переиграть. Потому что видение прежнее, оно было в одном контексте, и либо события, они уже изменились, и они вынуждают измениться и вас. И поэтому и вы можете взять новый ракурс, словно изменив направление на 180 градусов, что неожиданно откроется. Еще один рыцарь, и у вас два рыцаря сочетаются. И это всегда движение. Но если вот такое быстрое, скорое, молниеносное, внезапное, это вот все те слова, которые характеризуют рыцаря мечей, то рыцарь пентаклей или монет – это наоборот. Это добрые дела наспех не делаются. Это когда надо с чувством, с толком, с расстановкой. Это когда нужно уделить внимание деталям. И вот действительно у вас что-то открывается, как истина. Я бы сказала так, вот эти два сочетания могут быть, как правда, какой-то человек, который приходит, говорит вам новость, а вы ее потом будете обдумывать, как это переложить на вашу стратегию и тактику. Вы будете для себя создавать какой-то тезис, план, возможно, и причем на далекое будущее, потому что это некоторый марафонский забег, может быть, даже на десятилетия. Но тогда вот это внимание к деталям, оно совершенно необходимо. И тогда мы можем соединить внимание к деталям, когда мы ищем правду, истину, и мы ее действительно находим. Вы можете прояснить какой-то вопрос, который тянется из прошлого. Давайте посмотрим, чему сейчас не время или в чем нужно быть очень аккуратными. Это карта победителя, шестерка жезлов. И вы не можете расслабиться. Тут действительно с учетом туза пентаклей, и часто это может характеризовать карта какой-то период жизни, когда у вас была, ну, как победа, или вы получаете желаемое, вы получаете нужный документ, или вы проводите какие-то согласования, которые либо касаются финансов, либо тоже каким-то образом увязываются с законом, с бумагами, либо с какими-то нормативными актами. Вот тут у каждого по-своему. Так вот, вам это нужно переложить в практичную плоскость и подумать, как вы будете это сохранять. Иными словами, из этой победы сделать какой-то триумф,
Какую-то миссию вам нужно выполнить, мои дорогие девы, и рассчитывать на долгий период времени. И здесь мы не можем как замечтаться. Нам, возможно, придется менять построение концепции ваших действий. Вот это как направление или изменение собственных планов, или какая-то перерокировка вас могут обстоятельства или открывшиеся новости где-то и заставлять сохранять самих себя, или вот эту победу, или то, что вы имеете, то, что вы достигаете, и пересмотреть, каким образом мне это может помочь в будущем. Вы не можете прошляпить свою победу, и вам придется ее буквально удерживать и как-то перекладывать на более длительную дистанцию. Вы не можете замечтаться. И если мы говорим, на что высшие силы хотят обратить внимание, я вам скажу, мои дорогие девы, победа у вас точно какая-то есть, а то и две в мае. Но когда мы чувствуем, что правда у нас получился какой-то вопрос, или мы осуществили то, что намечали, мы хотим расслабиться. Всегда по шестерке жезлов хочется именно расслабиться, а расслабляться нельзя. Приходится все контролировать, иначе опасность будет в том, или ошибка будет в том, когда вы позволите себе, ну, где-то меньше уделять внимания, как и прежним, своим намерениям, целям. Или подумайте, к примеру, что ну теперь я могу дать себе отдых, и все будет двигаться по какой-то накатанной колее. И тогда нам карта говорит, нет, тогда все может пойти наперекосяк. Поэтому контроль и еще раз контроль, мои дорогие. Может быть, где-то и над собой, над своими эмоциями. Ни одной карты про эмоции у вас не выпало вообще. Ну, для вашего знака зодиака я не вижу, что это какая-то проблема. Нет. Но, видимо, может быть, вполне вероятно, что-то должно согласовываться и с законом тоже. Или ваше намерение, цель переложить на какой-то документальный отчет, может быть, вам буквально придется, или как-то составлять декларацию, да, или по-новому, или с учетом каких-то особенностей, или изменился формат именно поступления денег, да, вот как я говорила, могли задерживаться. И тут вот с этой новой реальностью вам нужно адаптировать свои собственные намерения, цели, достижения и планы. В чем же ваша сила, в чем вы ресурсные, ну, наверное, соответственно. Это когда вы надеетесь сами на себя. Аркан отшельника, я должна сказать, именно вы, правильно видите, что происходит вокруг. Вы правильно можете анализировать, что говорят люди. И ваша сила в молчании. Отшельник идет медленно, поэтому действительно, несмотря на какую-то турбулентность вокруг вас, или, может быть, на какие-то хаотичные новости, информация, причем такая разношерстная, утром одно, вечером что-то другое, люди разные, и непонятно, кому можно доверять или нельзя, доверяйте себе. Слушайте свою интуицию. И ваша задача, мои дорогие девы, я в последних видео говорю об этом часто, что вы должны именно развить такое полезное качество, как доверие собственному шестому чувству. Потому что вот этот некоторый хаос, ну, мы живем с вами в эпоху перемен, он будет продолжаться. И определить по внешним событиям, куда идти, что продолжать или что завершать, будет невозможно сделать. А вот интуиция ваша, она вам дает правильные подсказки. И где-то через интуицию вы должны осуществить какую-то миссию. Это может быть как должны, сами для себя. Но кто знает, может быть, кто-то из вас должен явить миру какой-то волшебный продукт или рост вашей популярности. Я такое тоже могу предположить. Отшельник – это, по сути дела, философ, который знает ответы на все вопросы. Это к вам, кстати, могут обращаться, и это ведь в чем ваша сила, и как подсказки высших сил. Приготовься, дева, к вам могут обращаться за помощью. Или как решить какую-то патовую ситуацию. А вы вот так, с одной стороны, умеете слушать свою интуицию, правильные подсказки, а с другой стороны, вы люди практики. Как вот какое-то намерение осуществить на практике, вы знаете лучше всех. Вот это ваши сильные стороны. Или как подать какую-то правду. Ведь один будет знать эту правду,
но не может ее оформить в словесную форму. А в этом будет ваша сила. Потому что ваше слово, пусть оно, вот этих слов немного, но каждое емко, когда вас будут готовы слушать, когда вы можете находиться даже в центре внимания. Более того, вы можете устать от этого внимания. И кому-то из вас захочется уединиться, поэтому карта говорит, твои силы как будто будут нуждаться в восстановлении. И я бы сказала так, запланируйте себе, мои дорогие девы, как минимум полчаса каждый день быть в одиночестве, восстанавливать собственный ресурс, собственное, ну, где-то баланс, может быть, эмоциональный баланс, потому что нам сказали, люди разные, и эмоциональное восприятие разное, воспитание, будем говорить, совершенно разное. И мы не отменим этих людей, они приходили в нашу жизнь, они будут еще приходить, но вам важно сохранить центр собственных интересов или центр своего ментального видения. Какие-то у вас очень правильные мысли, философские, и, может быть, не все умещаются в позицию денег, да, а по отшельнику это какая-то идея. Это идея, которая, ну, стоит выше, чем деньги, или какой-то банальный материализм. Вот то, что соответствует отшельнику. Вам никто не мешает, с одной стороны, осуществлять то, что вы хотите, но то, что дергать будут вас в разные стороны, вот к этому, мои дорогие, приготовьтесь. Поэтому приготовьтесь восстанавливать силы. Ваши достижения, ну, карта силы, что тут добавишь? И правда, вот это внутреннее состояние и про полчаса, которое я сказала, вам необходимы. Потому что по аркану силы вот этот лев, который на короткой цепочке находится у прекрасной девы, это прообраз нашего эго и эмоций. Вы будете слышать разное. И вы будете контактировать с разными людьми. Приготовьтесь к тому, что некоторые вас будут раздражать. Раздражать, может быть, своими призывами какими-то непонятными, идеями непонятными. А вы вот видите, мои дорогие, что вот это нет смысла продолжать. Это какая-то белиберда, абракадабра. Это какой-то тупик. А человек этого не видит. Он, вы знаете, как одержим этой идеей. И вам не просто, вы, понятно, не согласитесь, потому что вы видите, что не следует продолжать. Но это может быть со стороны человека такая настойчивость, когда вам захочется ему сказать, слушай, я от тебя устал, а вам придется сдерживать. Может быть, вам захочется сказать что-то такое более емкое, мои дорогие. А помните, словно внимание может быть к вашей персоне приковано. Что же вы скажете? И ваше слово, каждое емко. Люди, скорее всего, каждое ваше слово будут внимать и, может быть, даже как-то трактовать по-своему. Поэтому, ну, как вы выражаетесь, вам придется тоже где-то контролировать и эмоции, и слова, чтобы быть правильно понятому. Ну и, безусловно, эта энергетика, как у мага, для вас нет ничего невозможного. Но держать эмоции на коротком поводке, видимо, придется. Деньги. Сами по себе деньги. Удивительно, у вас тут туз пентаклей, первая карта, и здесь у вас туз пентаклей. Новые возможности заработка, новые возможности продвижения. Или это новые возможности по месту вашей службы, занятости, или ваш бизнес, к примеру, да. Но это может быть и дополнительный какой-то источник дохода через изучение, и это тоже в последующем вам будет преувеличивать ваш доход. Но деньги есть, деньги будут. Личная жизнь для тех, кто в паре. Вот тут правильно, опять же, информация, работа с информацией и вокруг информационный хаос. Может быть, кто-то в вашу жизнь, и по этой карте это именно еще и личности такие проходят ненадежные, или те люди, которые не могут определиться. Вот то, что видите вы, не видит никто. И могут вам что-то доказывать. И то, что для вас очевидно, мои дорогие девы, а для других это из области невероятного. И тем не менее, может быть, это мы смотрим для тех, кто в паре и личная жизнь. Вам могут дети принести какую-то историю или теорию, может быть, и взрослые дети, да? Вот так ты не делай, а вот делай как-то по-другому. Ну, так видит ваше чадо и продолжение какого-то вопроса, или он так видит будущее. И вот этот хаос информационный, когда вам, возможно, придется
ну, знаете, так терпеливо даже дома, своим домочадцам, что-то разжевывать, в рот положить, чтобы им только проглотить. Вы действительно будете уставать. И поэтому восстанавливать силы для вас очень важно. Или какая-то придет информация, вам ее опять же кто-то приносит, и вам нужно время перепроверить эту информацию и понимать, откуда ноги у нее растут. Вот какой-то анализ, аналитика сама по себе, связывание, наверное, каких-то, ну, даже неправдоподобных ситуаций или каких-то неправдоподобных новостей, а по этой карте иногда проходят фейки, а найти, где же эта истина, которая рядом, но что же, чему можно доверять. Это нужно и время, и опять же силы, а потом еще вот эту информацию или правильное видение, как поступить, вам нужно будет терпеливо донести до ваших родных и близких. Вот я вижу именно так. Но так, как видите вы, это именно более правильная позиция. Для тех, кто один или одна. Но, может быть, кстати, четверка кубков будет говорить об усталости, когда уже ничего не хочется. И для тех, кто один или одна, тут ведь есть возможность познакомиться, правда? Если мы рассматриваем сольный вариант как возможность завершить. Но мы заняты делом, вот как этот молодой человек, он читает книгу. И вдруг ему протягивают кубок. Брать его или нет, будете решать вы. И у кого-то из-за вашей многозадачности, когда не остается времени, ну, буквально и на отдых, ну, так и на личную жизнь. Но все же взять что-то, как будто не отказаться, есть смысл. Может быть, какую-то историю отношений есть пока смысл продолжать, не забегая вперед. Это может быть, ну, как и контакт с кем-то из прошлого, я это допускаю. Но это могут быть и новые люди. Для вас еще пока неизвестные, непонятные. Но пока вы совсем разберетесь, или когда у вас будет больше свободного времени, или вы почувствуете больше душевных сил, тогда, видимо, ну, как-то более емко, более полно будут разворачиваться ваши отношения. Но я тут вижу все же, как выход из одиночества, возможность будет. От чего-то не следует отказываться, потому что мы пока еще точно не знаем, с чем нас столкнет судьба в будущем. Чем больше у нас есть возможностей и ресурсов, значит, тем больше выбор. Для тех, кто в сложных отношениях. Но тут тоже какая-то перезагрузка может быть. Вы можете и помириться, или какие-то темы проговорить. Но тогда я могу предположить, мои дорогие девы, именно вы играете вот эту мудрую, важную первую скрипку. Это вам придется где-то проявить терпение, внимание, потому что, правда, вы можете столкнуться в мае, или у кого-то сложные отношения, именно потому, что вы понимаете, видите что-то, а ваш любимый, может быть, человек или партнер, может быть, по отношениям, по браку, он этого не видит. И вот эта перезагрузка у него должна произойти. И тогда я вижу вашу миссию, ему, может быть, даже помочь. Ну, а там уже как дело пойдет. Один способен внимать и понимать, а другой нет. И, по крайней мере, Паш Пентакли – это всегда обновление. Это какая-то тоже перезагрузка, когда мы учимся по-новому взаимодействовать друг с другом, или когда мы рассматриваем какую-то новую концепцию взаимоотношений. Но, а для кого-то из вас, когда вы захотите, может быть, одну историю завершить, или она уже завершается, такое тоже допускаю, и вы будете смотреть в сторону новых отношений. У кого-то может проиграться и так. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.